Всех приветствую на канале Баллады о рыбалке. С вами Игорь. И сегодня мы будем говорить о толстолобе и о его питании. А именно, на что его ловить. Какие монтажи использовать, какие есть разновидности монтажей. Преимущества одного перед другим. И тонкости ловли на них. Первый. Монтаж, который используется для ловли поверху. Его еще называют убийца толстолоба, и продается он практически в каждом магазине. Их есть масса разновидностей, есть с одним крючком, есть с двумя, с тремя, с четырьмя, с утяжелением, без утяжеления. В общем, кому как нравится, кому как душа желает. Кто-то переделывает базовые монтажи, в том числе и я. Кто-то использует стандартные. Сегодня я вам покажу именно стандартный монтаж, который доступен вам везде. И на который в том числе достаточно неплохо ловится толстолобик. Вот выглядит он примерно вот так. Как видите, поплавок. Как видите, спица, на которую надевается технопланктон. Крючки. Вот. И клипсы, которые помогают манипулировать глубиной. Ну, скажу так, то есть для поверхностного монтажа это не особо принципиально, да, потому что плюс-минус 10 сантиметров глубины здесь ничего не решают. Принцип работы здесь очень простой, наверное, самый простой. Когда вы монтируете его себе на снасть, то изначально вы на нитку должны запустить скользящий грузик, чтобы он служил якорьком, чтобы ваш поплавок не летал по всему водоему. И дальше вы просто-напросто привязываете монтаж и надеваете технопланктон и забрасываете его. Маленький лайфхак. Для того, чтобы у вас не запутались крючки при забросе, используйте обычную кукурузную палочку. То есть после того, как вы продели технопланктон, продеваете еще кукурузную палочку и втыкаете в нее крючки. И тогда при забросе они у вас ровненько лягут под ваш монтажик. Вот. И палочка достаточно быстро растворяется, тем более ее рыба, которая там подходит несколькими тыканьями мордой, и она ее сразу как бы там сбрасывает, и крючки становятся ровными. Теперь, как он работает в воде. Вот, пожалуйста, посмотрите на картинку. Видите? То есть, принцип ловли на технопланктон следующий. Толстолобик, когда подплывает, он ориентируется на муть и на запах. Соответственно, технопланктон ваш должен создавать облако мути, либо растворяться таким образом, чтобы его крупицы падали вниз. И толстолобик, как правило, он подходит немножко со стороны и снизу, то есть наискось он заходит. Иногда просто с глубины, иногда он плавает поверху. Это уже как бы не столь важно, потому что ориентируется он на облако мути, которую создает технопланктон. Вот. И главным его, скажем так, рецептом поимки заключается именно обильное пыление. А для того, чтобы толстолобик нашел именно вот это место, где происходит обильное пыление, особенно если вы ловите на реках, там где большие достаточно пространства воды, вот вам как раз нужен правильный запах. Вот, соответственно, это способ номер один. Ловля толстолобика с поверхности. Еще стоит упомянуть, что можно брать базовый монтаж и его переделывать. Как правило, его делают таким образом, чтобы он был примерно где-то от 40 сантиметров до метра, не более глубины. Но если его переделать и сделать более длинную веревку, поставить на нее клипсу сверху и научить поплавок
двигаться на расстоянии где-то 2 метра, это было бы предпочтительнее. Либо чтобы у вас желательно было несколько таких монтажиков, да, то есть один именно поверху, а второй как бы с возможностью двигать поплавок выше. Бывают ситуации, когда толстолобик не клюет со дна, или он, например, клюет со дна, но дно илистое, и при забросе ваш монтаж просто проваливается в ил, и его рыба не видит. Либо не клюет просто с поверхности, но он плавает в середине воды. Вот в таких случаях очень полезен будет такой монтаж. Вот. Но, как правило, при приезде на водоеме более опытные рыбаки не забрасывают на дно, наверх, на середину, вычисляют, с какой глубины идет поклевки и в основном концентрируются уже на ловле на такую снасть. Второй монтаж, который мы будем сегодня рассматривать, это для ловли с дна. Пожалуйста, на картинку, как он выглядит. Их есть множество разновидностей, очень много вариаций. Кто-то использует нитку, кто-то использует спицу, кто-то поводок, кто-то 2 бочонка, кто-то 1 бочонок, кто-то 3 между ними крючки. Я вам покажу ту, которой пользуюсь я, которая меня редко когда подводит и всегда работает в случае, если толстолобик берет с дна. Я ее называю неваляшка, потому что я ее сделал по принципу, чтобы у меня она всегда находилась в состоянии вертикально. То есть грузик тянет вниз, который залит в крышку, а поплавочек, который я цепляю на поверх технопланктона, он тащит вверх. И как бы вы ни забрасывали, она все равно как бы оказывается в вертикальном положении. Разница между донной и поверхностной снастью состоит в том, что донные снасти, крючки вам нужно наоборот, чтобы плавали, то бишь, чтобы они стремились вверх. Для этого цепляются попапы, либо пенопласт. Тут уж как пожелаете, можно и так это делать. Вот я использую попапы, с ними проще. И они как бы, ну скажем так, их не нужно настолько часто менять из-за того, что их там рыба либо сбивает, либо при забросе они разрушаются и так дальше. Вот, ну тут уже выбор за вами. Главное отличие от донного монтажа и поверхностного еще заключается в том, что когда вы ловите со дна, помимо того, что технопланктон должен растворяться и складываться такой своеобразной песочной кучкой на дно, при подплывании толстолоба, скажем так, эта кучка она превращается в облако пыли достаточно. Только стоит ему открыть пасть и профильтровать, у него сразу становится как бы дымное облако. Но также нужно, чтобы ваша насадка давала эффект гейзера. Да, то бишь летела вверх. Для этого используют либо технопланктон с гидроперитом, либо технопланктон с лимонной кислотой плюс сода. Либо используют, вот у меня есть несколько таких рецептов. Вот ссылочка здесь. Можете перейти по ней и посмотреть, как это работает. Например, технопланктон с ряской. Когда собирается ряска, туда попадают и палочки мелкие, которые падают с деревьев, вот, и сама по себе ряска. И когда вы ее забрасываете в воду, он работает в обе стороны, и вверх и вниз. То есть при перемалывании мелкие палочки, это ж по сути у нас терса, да, только очень мелкая, она поднимается вверх, а ряска оседает вниз. Получается двойной эффект, на который очень классно ловить. Но вы можете выбирать любой, который вам доступен, либо в магазине, либо сделать самостоятельно. На донную снасть не нужно вам стопорной грузик, потому что сама снасть, она прекрасно ложится на дно, и она же является как бы и вашим обвесом. Это был способ номер 2. Способ номер 3. Ловля на каше. Монтаж выглядит примерно так. Это стандартный монтаж, который также продается в магазинах. Почему я вам сегодня показываю основные это магазинные монтажи? Это, ну скажем так,
как минимум, чтобы вы могли их купить. Да, купить и обловить. Вот. С донным немножко сложнее, потому что донные, как правило, они идут крафтовые. Я не знаю, как у кого, но вот у нас в регионе большинство донных монтажей, они хоть и продаются в магазинах, они хоть и продаются на рынках, но их делают своими руками. Вот. Давайте вернемся тогда к кашам. Выглядит он примерно так. Вот. И теперь, как правильно приготовить на него кашу, чтобы она была рассыпчатой и чтобы она работала. Пожалуйста, на экран. Как же сделать рассыпчатую кашку на нашу рыбу? Пшено. А использовать это дело можно как на толстолобика для ловли с кашками, так и, собственно говоря, для прикорма. Вот довариваем ее до такого состояния. То есть, не нужно ее сильно глобально разваривать, этого достаточно. Даем остыть. До момента, пока она у вас не будет, скажем так, припекать к рукам. Дальше мы берем кашу, ложим ее в пакетик и отправляем в морозилку до полного замерзания. Внимание, до полного замерзания, пока она уже не станет у вас камушком. Потом достаем нашу кашку, которая уже размороженная. И смотрите, какая у нас интересная история получается. Смотрите, что происходит с кашей. Видите? Смотрите. Вот как бы вы ее не промывали, если вы не заморозите, вы такого эффекта не получите. Все. Причем вы видели, что я ее вообще не промывал никак. Итак, наша каша приготовлена. Теперь давайте будем ее испытывать на нашей старой доброй банке. Вот так вот работает ловля на кашу. То есть, если у вас нет возможности спрессовать технопланктон, у вас нету пресса, или магазинный вариант технопланктона вас не удовлетворяет, как 3/4 рыбаков, потому что он работает плохо, используйте кашу. Ее приготовить гораздо проще. В домашних условиях это может сделать вообще каждый. И ловите. Вариаций масса их есть. Это может быть пшеняная каша, это может быть рисовая каша, любая каша, которую в конечном итоге можно сделать рассыпчатой. Технологию я вам выше показал. Как правило, на каше ловят с поверхности. То есть, по-хорошему, монтаж там плюс-минус такой же, как и монтаж номер 1, который мы рассматривали, только вместо технопланктона у нас вешается каша. Крючки точно так же мы закидаем в палочку, чтобы они не запутались при забросе. Ну и дальше как бы ловим нашего толстолобика. Второй вариант: вы можете запыжевывать кашу в пружину. Вот. Там немножко идет больше муки гороховой и кукурузной, для того, чтобы она скрепилась и не осыпалась слишком рано. Вот. Поэтому можете использовать либо так, либо так. И четвертый монтаж, который встречается крайне редко, но который мне, кстати, очень нравится. Он вообще снимает все ограничения по ароматам. Потому что жидких ароматизаторов масса в продаже, и они очень дешево стоят. Это монтаж на жидкостях. Ловят на него именно с поверхности. В чем его особенность? Пожалуйста, смотрите на экран, как он выглядит. В чем его особенность? Данный вид монтажа вам нужно делать самостоятельно. То есть вряд ли вы его где-то купите на рынке, либо в магазине. Важно, очень важно, баночка, то бишь емкость ваша под жидкость, должна быть по силам вашему удилищу. У меня на него используется морское удилище, поэтому оно выдерживает. У меня баночка 200 грамм. Да, то есть
Ну, понятно, что когда вы заливаете 200 грамм и используете стандартный карпятник, закончится это поломкой. Ну, вы можете его завести на лодке, но это сильно сложно. Поэтому берите емкость ту, которая под силу вашему удилищу. Теперь в чем фишка? Вы можете использовать сгущенку для ловли толстолобика. Вы можете использовать мучные смеси, эмульсии. Другими словами, это жидкое тесто. Смеси примерно такие же идут, как и на технопланктон, условно говоря, там гороховая мука, кукурузная мука, рисовая мука. Смешали, добавили туда ароматизатор, загустили до нужной вам консистенции, чтобы оно просачивалось в дырочки. И вуаля, только заливаете. То есть готовить крайне просто. Крайне просто. Лимита на запахи у вас вообще никакого нету, потому что вы можете добавлять все, что пожелаете туда, для того, чтобы оно у вас пахло. Вот. И в производстве такая штука гораздо дешевле, нежели делать бочонки технопланктона, либо ловить даже на те же каши. То есть проверено. Единственное, что поиграться немножко нужно с монтажом. Давайте теперь посмотрим, как он себя ведет в банке. Пожалуйста. Вот как-то так. То есть это 4 основных монтажа, на которые вы можете ловить, которые вы можете сделать как в домашних условиях, так и частично приобрести в магазинах. Вот, пробуйте, облавливайте. Каждый знает водоем, на который он ездит. Ну, либо если не знает, то берите как я. То есть ассорти, а там уже на месте определяйтесь. Вот. И пускай мои советы, мой опыт вам поможет в поимке вашего трофея. С вами был Игорь, канал Баллады о рыбалке. До встречи.